Идемте сад будем показувати. Вітаю вас в своєму саду. Я Світлана. І ви потрапили у мій садок під Київ. Сегодня у нас запланирована и произойдет последняя зимняя прогулка в феврале. Спешила и чуть не забыла ее снять. Через 3 дня уже весна. Ну, во-первых, я поздравляю всех с Масленицей. С сегодняшнего дня начинается Масленица. Пеките блины и угощайте родных и близких своих вкусностями. Я сегодня вам покажу и расскажу, как обычно, много интересного. У нас сейчас +5, ночью еще минус, но днем тепло. Снег начинает таять. Покажу, кто к нам в гости приходил в одну из холодных самых ночей. Из животных, из лесных. Посмотрим вот эту аллею. Для этого я взяла рулетку. Будем мерить расстояние между туями и от забора, и между гортензиями. Часто вы этот вопрос задаете. Покажу свою новую пихту Келерис. Как она выглядит и краткие ее характеристики. И посмотрим опоры для метельчатых гортензий. Сейчас как раз их можно увидеть. Ни листвы, ни соцветий, ни цветов. Все наглядно и красиво. И просто прогуляемся по последним зимним денькам по моему саду. Идемте. Ну что, больше чем уверена, что из такого ракурса вы ни разу не видели мой сад. Это аллея из моих туй. Сейчас, когда я тут поснимаю вам, выйдем, посмотрим с обратной стороны, как это выглядит. Вот такое маленькое закулисье. У меня тут посажено 11 туй колумна. Вот они сзади меня. И 13 туй смарагды. Сейчас будем мерять расстояние от забора и до туй. Но, как вы видите, я свободно прохожу тут для их обслуживания. Это очень важно. Не экономьте место, потому что зачастую с той стороны сада я посадила неправильно. Отступила 40 сантиметров и посадила, думаю, сюда, 40 сюда, метр в диаметре буду стричь, мне хватит. Не хватит, чтобы туи были зеленые, красивые, вот такие, надо около метра. И именно столько, 95 сантиметров, если брать от забора до центра туй. Примерно метр. У меня тут проходит газонокосилка. Ну, в этом году я хочу эту территорию, техническую дорожку, сделать все-таки или щебенкой на агроволокно засыпать, или, не знаю, как-то, чтобы тут траву косить не надо было, потому что это все-таки забирает какое-то время. То есть и между колумной, и между смарагдами от забора отступила я метр. Оказалось, это очень удобно. Сейчас зайдем с той стороны, и я вам померяю расстояние непосредственно между самими туями и между гортензиями. Хотела я еще рассказать вам, что я последние 3 дня вот эту всю аллею с туями чистила. Получилось долго. Почему? Потому что в прошлом году почистить туи у меня не получилось. А в позапрошлом они еще были вот такие маленькие. Сейчас их высота уже выше забора, если видно. Где-то 2,20 я могу и померить даже. Так, высота этих туй 2,38. Ну, у тех, наверное, больше, чем 2,5.
получается высота этих туй больше, чем 2,40. Вот так они быстро выросли за 4,5 года. Покупались по 80 сантиметров. Самые маленькие, которые я могла купить с комом земли. 80 сантиметров. Такой у них рост. Так, сейчас обойдем на ту сторону и будем мерять расстояние. Ну и вот покажу еще раз наглядно, что между туями я могу проходить и с этой стороны, и обходить их сзади. И расстояние от забора 95 сантиметров. Ориентируйтесь где-то метр между туями и забором оставлять. Туя колумна, как вы видите, довольно узко колонновидная, но можно еще, если ее не стричь, она будет широкая, конечно. Но я вывожу их узкими такими колоннами. Сейчас померяем расстояние, сколько же между туями колумна у меня. 93 сантиметра. Опять же, 90 метр, если вы хотите, чтобы у вас оставались просветы. Если вы планируете плотную изгородь именно для колумны, то можно брать сантиметров 60. Тогда они сомкнутся. Туй Брабант в моем саду нет. Мне они почему-то не понравились. Их, если застригать, крона будет хорошая, густая. А так они более рыхлые туи. Пока мы не перешли туда, в сторону смарагдов, я вам померяю расстояние между кустами гортензии, чтобы создавался вот такой эффект и летом, и весной не смыкались наши кусты. По центру у меня посажены нидиформисы, уже подрастают. Я в такой обуви домашней, скажем, садовой, потому что у нас мокрый снег высокий, и он может попасть в сапоги. Так, я почему-то думала, что между у меня 1,25 м, а это получается между белыми медведями 1,25 м. Между этими кустами 1,60 м. Тут 1,60 м, а тут 1,55 м. Ну, так и получается. Ориентируйтесь. Сейчас померяем расстояние, сколько же от забора, чтобы достичь вот такого эффекта, как у меня. Через какое расстояние их сажать. У меня тут крупные такие кусты. Полярный медведь, фантом, ванила фрейс. Одна, правда, скайфол, но она получается 1,75 м от забора. Ну, а если брать от туи колумна, то 90 сантиметров. Получается равные примерно расстояния от забора туи, еще столько же гортензии. Что в этой аллее мне нравится? Все, но единственное, что бы я переделала, если бы сажала еще раз, я бы свои нидиформисы немножко вперед посадила, потому что когда кусты гортензий с соцветиями, они немножко глушат нидиформис, пока он маленький. Где-то на полметра я бы высадила нидиформисы вперед. Сейчас они в одну линию, вы видите, растут вместе с гортензиями моими. На переднем плане, вот тут, где горизонтальный можжевельник, полметра, 40 сантиметров от бордюра, растут пионы. Пионы с шагом напротив кустов гортензий посажены, потому что планируется потом нидиформисы разрастутся. Я их, нидиформисы, хочу немножко поднимать сантиметров на 30 на ножки, как я рассказывала, как такие грибочки хочу сделать. Ну, пока они вырастут, нидиформисы, медленно растущие елочки такие подушковидные. Время покажет, как будет. Но сейчас идемте смарагды, посмотрим, как они выглядят и через какое расстояние посажены. Вот что хотела сказать, почему именно до этой стороны у меня растут колумны, а в эту сторону смарагды. Приходит дорожка и зонируются две зоны. Это зона вокруг дома, а эта зона уже идет как бы садовая.
Ну, можно было еще вот тут колумну посадить. Когда распределяла, так получилось. Тут мы померили 95 сантиметров, примерно метр. Как вы видите, по габитусу кроны, по форме кроны, это разные туи. Смарагды, даже вот это немножко застриженные, это узкоколоновидные, это туи широкие. Если их вообще не стричь, они очень большие, растут до 8 метров в высоту, я видела даже и больше, и очень широкие. Поэтому советую смарагды просто надо стричь, чтобы поддерживать их хорошую форму. Так вот, какое же расстояние я выбрала между смарагдами моими. И я вам скажу, что это 1,75 м. Почти 1,80 м. То есть я сделала правильно. Расстояние между ними шире, потому что сами туи больше. У меня не стояла задача, чтобы они смыкались. Такую плотную, густую изгородь я не хотела. Хотела, чтобы они как бы солитерами были. Между ними посажен барбарис. Необычайно колючий. По-моему, Red Jewel, если я не ошибаюсь, полувечно зеленый. Неделю я потратила, я у него весь приствольный круг повыстригала ветви, чтобы он был поднят выше. Почему? Потому что очень широкий нарост, видите, по высоте он уже мне по пояс и будет еще выше. И на гортензии на мои попадал, во-первых, а во-вторых, что уже и ногами, когда я стригла туи, тут обслуживала гортензии, уже колола меня. Так, ну и что хотела еще по этим туям сказать, что теперь обход у меня есть вокруг туй, сзади, как я вам сказала, для обслуживания места получается. А вот тут впереди у меня продолжается та же линия гортензии с таким же шагом. Вот это молодой кустик, а там более взрослые. Про эту зону я вам рассказывала. Сейчас мы плавно перейдем. Расскажу, я чистила туи свои. Почему первый раз в этом году такая серьезная чистка была? И что я делала? Какие плюсы и минусы я этого занятия обнаружила. И дам несколько советов, как это делать правильно. Ну и вот как эта изгородь выглядит с этого ракурса. Занимает примерно расстояние она, если мерять от начала до конца, метров 35. Участок у нас ровно прямоугольной формы, вытянутый. И вот так выглядит с этой стороны. Сегодня у нас 24 февраля. Вот на 24 февраля вот так вот выглядит эта зона. Сейчас хотела рассказать вам про свою эпопею с чисткой туй. Почему у меня не получилось в прошлом году это осуществить? Туи были ниже, соответственно, сухой хвои было меньше, и заняло бы это намного меньше времени. Туи колумна узкоколоновидные, у них один такой ствол, не широкий, хороший такой. Видите, просвечивает. Так вот, в прошлом году, когда я решила их стричь и чистить, это была середина где-то апреля, как время у меня появилось, я начала это делать. Связывать колумна, кстати, не надо. Хорошие туи насчет стрижки. Так вот, на меня посыпались гнезда. Птицы уже навили гнезд. И свою задачу я не выполнила. Вот эта туя, она, наверное, больше 3 метров уже. Кстати, колоновидные туи колумна растут быстрее всех туй. Я их покупала 40 сантиметров, и они по высоте, смотрите, сравнялись со смарагдами. Поэтому, если хотите быстро туи какие, чтобы наросли, это туи колумна. Сейчас они у меня такими квадратами 45 на 45, где-то 40 на 40. Хочу их вывести немножко еще шире, чтобы узкие просветы между ними были. Так вот, в прошлом году я их толком весной не почистить, не подстричь не смогла. Осенью немножко форму им поправила.
тут получилось. А вот туи смарагды у меня вообще не получилось привести в порядок. Где-то аж в конце августа. Но я не знаю, птицы, что ли, несколько раз за сезон гнезда вьют. Потому что в августе я решила опять же их чистить и стричь. А там опять птички на яйцах сидели. Что такое? В общем, сейчас я почистила те гнезда, которые падали, складывала на место, на такое надежное, крепкое. И хочу сказать, что делайте чистку хвойных своих вовремя. То есть вот сейчас теплые окна появятся. Работы, конечно, в саду сразу станет много. Кто не обрезал гортензии, обрезать надо. Кто что не успел обрезать, почистить. Но не откладывайте на потом, потому что просто вы потревожите птичек. Сухой хвои было очень много, и в смарагдах больше. Смотрите, я ее всю тут спрашивали, куда вы ее деваете. Вот она у меня вся тут будет этой сухой хвоей. Замульчирован приствольный круг у смарагдов. Появились аж просветы тут. Ствол виден. Они прямо светятся, честно говоря, на солнышке от счастья. И в прямом, и в переносном смысле. Потому что среди них солнце просвечивается. Прямо счастливые туи стали. Вон, видите, белый снег. Почему смарагды чистятся хуже? Потому что в основном у смарагдов идет структура кроны многоствольные. Мы их связываем. А когда связываем, плохо получается, опадают хвоинки. В колумне они сами опадают. А у смарагдов просто в центре кроны так застопоривается. И получается прямо сплошная какая-то подушка такая из сухой хвои, которую невозможно вычистить. Сама она не опадает. Одевайте очень высокие перчатки, потому что я подумала, у туй такие хвоинки мягкие, ничего я себе руки не испорчу, но оказалось, что это не так. Все запястья воспалились у меня. За 2 часа работы, за 3 я потом 2 дня лечила руки свои, отпаривала, кремами мазала. В общем, высокие перчатки я чистила вручную. Там и пыли, конечно, и сухой хвой, но я себе запланировала еще, станет положительный такой стабильный градус, где-то хотя бы +8, +10. Я хочу керхером еще водяным таким пылесосом моющим прямо в центре кроны эти свои туи помыть, потому что мне кажется, там чересчур много пыли. А потом посвязываю их и подстригу. Все это надо успеть за март месяц. Поэтому сейчас потеплело, не откладывайте, повторяю, и почистите свои туи. Хвойные растения у нас не страдают, стрижка им не нужна, потому что хвоинки опадают сами. У сосен, у елочек, у кипарисовиков не знаю, кипарисовики я еще не чистила. Но сейчас расскажу вам, что у нас тут произошло на участке в один из зимних холодных не дней, а ночей. Кстати, мы купили на перголу трубы. И для вот этих 2 розочек, для Сабрины и для Батшебы, вот она у меня тут лежит укрытая, будем ставить тут арку. Я прямо очень этому рада. Так вот, эта полянка. И несколько дней назад утром проснулась, вначале в окно выглянула со 2-го этажа, не поверила своим глазам. Видите, вот это следы, это собаки мои бегали, травка уже просвечивает, таять начала. А что же было? Был идеально ровный снежный круг, и на нем 5 таких следов, прыжков каких-то следов. Я, конечно, не следопыт, в лесу
в лесной чаще я с лыжами на охоту не хожу. Мы вообще-то так оказались в лесу, честно говоря, из большого промышленного города переехали. Для меня и косули на участке были в диковинку. У нас тут ходили к косулинам, интернетовский кабель затянули метров на 20, хорошо не порвали. Это когда мы только тут коммуникации проводили, косули гуляли. Но сейчас они немножко дальше в лес ушли. Я так предполагаю, я сняла вот небольшие такие кадры, предполагаю, что это были зайцы. В 4 прыжка преодолеть поляну вот эту всю другое животное вряд ли смогло бы. Зайцы у нас тут часто. Мы по дороге, когда в магазин ездим, когда ходим, встречаем и в свете фар, и просто так, в принципе, ничего в этом такого нету. Зайцы, да и зайцы, но в холодные дни, я потом прошла по саду, все посмотрела, они грызут кору деревьев. И в первый год, они, помните, я рассказывала, пинки-винки мне съели подчистую под ноль. Но прошла, посмотрела по саду, фруктовые деревья мои все целые, все нормально, гортензии, ну я прям каждую не просматривала, но вроде бы все осталось целое. Смотрите, пирамидалисы стали уже салатоветь, солнце почувствовали, и такие красотунчики мои пирамидалисы. Так вот, может быть, животные залезли под забором. Там у нас сантиметров 10, кстати, щель небольшая. Я не знаю, как они попали туда. Вот эту тую я еще почистила. Эта туя уже под 4 метра. Ну, кстати, больше 5 я ее не буду выводить, эту тую. Так она будет ограничиваться по высоте. Тоже много сухой хвои. Я отсюда почистила. Буду поправлять ей форму потом. Ну а сейчас идемте, покажу. На прогулке находится моя пихта Келерис. Расскажу, покажу ее. Частично стала фруктовые деревья подстригать. Когда-то я вам рассказывала, я формирую на шпалере форму такую. Делаю ей. Сейчас более издали покажу. Видите, ветви разведены, загоризонталены. По высоте я ее ограничила, убрала. Немножко она густоватая. Но из-за того, что крона строго в 2 стороны идет, я решила пока в этом году, во всяком случае, вот эти ветви оставить. В следующем, может быть, по одной уберу с левой, с правой стороны. Посмотрю, там уже и плодов предполагается много. То есть я разводила, горизонталила ветви у нее. И вот такая получилась у меня красоточка. В прошлом году она была вот такая же. 4 веточки. И я на композитную арматуру развела эти ветви. И они одревесневели, стали плотные, твердые. А вот я тут оттянула некоторые ветви прямо в прямом смысле вот веревками. Более горизонтально сделала те, которые немножко вверх у меня идут. Так, про пихту Келерис. Вот она, красавица моя, небольшая, 60 сантиметров, 67 или 57, 57 рулетку уже оставила. 57 сантиметров пихточка, ждет пересадки. У нее очень красивые хвоинки. Смотрите, как расположены с наклоном в сторону ствола. Ствол выравнивается. Тут я шишку подложила немножко в питомнике. Видно, она стояла зажата между другими хвойными. Немножко у нее искривился ствол. Вот, если видно. Ну, я попытаюсь выровнять. Он там не такой еще древесневевший. Вот такая она уже разветвленная. Вот они, какие почки. Уже скоро прирост пойдет молодой. Это пихта
среднерослая. Что это значит? Это значит, что она не карликовая, она не будет метр-два. Эта пихта растет 6, при благоприятных условиях, может быть, и 8 метров высоты наберет. Если решите высаживать испанские пихты, смотрите размеры. У них есть и карликовые сорта, ну, как у всех пихт, как у всех хвойных, разные характеристики. У меня она будет, опять же, отделять зону сада вот возле той моей пихты калифорнийской одноцветной. Вот она высокая. Вот они, наверное, две подружки там рядом метров в 4-5 друг от друга и будут расти. Покажу, куда я ее определю. У нее очень красивые, у этой пихты, как я смотрела на фотографии, шишки 20-25 сантиметров, смотрящие ровно вверх, как у всех пихт. Помните, я рассказывала, что у пихт идут вверх шишки, у елок шишки висят вниз. Вот такая пихта. Сейчас идемте, покажу вам опоры для гортензий своих. Вадим Петрович там мне сегодня как раз тоже докупили труб на опоры. Будет доделывать опорные конструкции. Вот эта опора покупная. Видите, у нее идет круг такой. Арматура, я так предполагаю, шестерка, закрученная и взята в такую прорезиненную трубку. Видите, круг уже маленький, он мне все ветви не держит. По-хорошему надо делать замену. А вот такую опору мне сделал Вадим Петрович. Мы взяли 15-ю трубу. Толще не надо, потому что кроны тут хватает. Опять же, шишку положила, чтобы отвести ветку. Или я ее обрежу, посмотрю. Наверное, обрезать придется. И заглушена она. И сюда наварена, вот с этой стороны, круг из прута. Это тоненькая арматура, которая легко гнется по кругу. Кстати, спрашивали, как ее по кругу Вадим Петрович загибал. Обкручивал, знаете что, от колеса обод, не обод, как диск у колеса называется, металлический. И, в общем, он так брал и оборачивал с натяжением эту арматуру. Краешек загибал туда в отверстие и просто раз и по кругу вот это загибал. Там отверстие есть. И оборачивал этот обод колеса. Старый у нас, понятно, что не новый. Лежал там и делал такой круг. Потом его можно шире, уже отгибать и делать по объему кроны круг этот. Вот тут он сделал малюсенький, тут вручную просто загнул и краешек загнутый, видите? Вот такая форма. И на всех своих штамбах я эту конструкцию применяю, потому что она показала себя очень удобно. Ее можно по мере роста кроны разгибать и подгибать. Так, сейчас доснимаю видео и пойду буду, наверное, развязывать своих красавиц. Вот таких. Надеюсь, уже снега у нас такого сильного, холодного, мокрого не будет. И постепенно начну рододендроны свои открывать. Прямо соскучилась, уже смотрю. Что еще хотела вам рассказать. С мышами борьба моя, конечно, такая плюс-минус удачная, потому что полностью я их не победила. Почему? 2 бутылки березового дегтя я уже израсходовала. И тут они мне, наверное, 60% вот на этой полянке все-таки луковиц съели. И я уже и хвою пропитывала этим раствором с березовым дегтем. И просто, как вы советовали, ткань какую-то пропитывала, раскладывала. И, в общем, они обходят сантиметров 20 левее, 20 правее и
свою работу делали. Пировали, завтрак, обед, ужин у них проходил, ну, в основном ужин, потому что когда собаки спят, мы спим, они тут, видимо, делали, что хотели. Но посмотрю на результат свой, какие цветы, первоцветы остались в живых. Скоро уже эти розочки откроем, совсем скоро, через 3 дня весна. Ну, надеюсь, все, что хотела, я вам рассказала. Сегодня такой хороший, погожий денек. Я сейчас пойду поразвязываю свои хвойные растения, а потом пойду жарить блины буду. Масленица же. Всего хорошего. И я хочу сказать, что встретимся мы с вами уже такой долгожданной, такой желанной весной. Ориентировочно 1 марта планирую новое видео сделать. Всего хорошего. Если позволяет погода, начинайте чистить свои туи и хвойные, потому что в марте работы у нас предстоит очень много. Ту, которую мы ждали, конечно, но все не успеешь одновременно сделать. Все, всем желаю хорошего дня и настроения.